Сегодня я расскажу вам историю любви, которая началась в старых дворах Ташкента, пересекла океаны и засияла яркой звездой на другом конце света. Казалось бы, что эти два пути никогда не встретятся, но судьба имеет свои удивительные планы. За тысячи километров от родного города в блеске огней Лас-Вегаса случилось чудо. Совершенно случайно они нашли друг друга. Что-то родное и теплое в голосе собеседника, обрывки воспоминаний о любимых местах и мгновениях и связь двух сердец. Все это стало началом новой удивительной главы, о которой мы сегодня вам расскажем. Добрый день, дорогие друзья, гости канала, мои любимые подписчики. Ну что, Ташкент. Сегодня у нас 2 декабря, солнечно, да, 2 дня шли дожди, и сегодня у нас солнечная погода. И рубрика «Ташкент. Дом вашего детства» снова в эфире. И я сейчас нахожусь на Ташкентской кольцевой дороге, ТКАТ, да. Это со стороны 58-го военного городка. Это Хамзинский район бывший, сейчас это Ешнабадский. И сзади меня вы видите такую картину, сейчас я вам покажу спереди. Да, это у нас наземное метро. Вот такое красивое. Кто помнит старые жители, кто здесь проживал. Здесь у нас раньше проходил трамвай. До Рахата, помните? Да, вот сама бетонка. Да, напротив меня корейский культурный центр с банкетным залом Сеул. Вот, и мы сейчас заходим в сторону бывшего 58-го военного городка Хамзинского района. Да, вот так это сейчас выглядит. Да, помните, раньше здесь был трамвай. Да, если мы поедем в ту сторону, мы выйдем на Рахат. Ну, а нам нужен военный городок. Да, к нам обратились наши зрители Соединенных Штатов, Алексей и Динара, которые попросили снять их родные дома, детства, юности. И пока мы будем идти по улице Илтифот, да, вот одноименная махалля здесь, давайте послушаем замечательную историю. Она просто вот завораживает, да, вам будет очень приятно услышать, как они познакомились. Ну, все, я перестаю болтать, включаю их голосовую просьбу. Здравствуйте, Рустам и Камила. Пишут вам Алекс и Дина с одной огромной просьбой пройтись по нашим памятным местам, которые хранят воспоминания нашего детства и юности. К сожалению, у нас пока нет возможности приехать в Ташкент самим и показать дочери места нашего детства. Но мы не могли упустить шанс увидеть его вашими глазами. С семьей мы переехали в 58-й военный городок, что за автостанцией Кадышева. Тогда это было место, где жизнь кипела, и каждый уголок двора и городка был знаком до мельчайших деталей. Мы жили в доме номер 28 по улице Илтифот. Первый подъезд, второй этаж, квартира номер 3. Напротив стоял панельный дом 29, а на его торце был небольшой пятачок с трансформаторной будкой. И на этом пятачке у нас проходили наши футбольные баталии, ну и прочие дворовые игры. С тех пор, конечно, многое изменилось. Все свое детство и юность я прожил именно там, в этом дворе и в этих домах. Окончил я среднюю школу номер 244 на 4-м квартале Лисунова весной 98-го года. Потом было училище, институт, а позже жизнь забросила меня за океан. Я уехал по грин-карте в США. И вот уже подходя к 20-летней отметке, я так и не смог навестить Ташкент. Конечно, жизнь раскидала многих из нас по миру, но у нас есть удивительная история, которая до сих пор кажется моей жене и мне чудом от Бога. В 2013 году, совершенно случайно, под Новый год я познакомился с девушкой, которая оказалась моей судьбой. Дина тогда гостила у родственников в Лас-Вегасе, город, в котором мы сейчас живем. И Новый год мы встретили вместе, а в 2016 году мы поженились. Дина тоже родом из Ташкента. Она выросла на Чаланзаре рядом с бывшей станцией метро Хамза. Жили они на улице Дружбы народов, дом 2, квартира 47, на 5-м этаже. Этот дом стоит напротив мечети. Дом номер 2, в котором жила Дина, это один из 5 домов, образующих тем самым в центре большой двор.
Она тоже в свое время уехала из Ташкента, сначала в Москву, потом Питер, теперь Лас-Вегас. И мы часто с ней обсуждаем, как странно и удивительно переплелись наши пути. Ну что, Алексей, мы в вашем дворе? Да, вы сказали, первый подъезд, второй этаж, третья квартира. Вот он, ваш 28-й дом. Ваш двор. Напротив 29-й. Да, вы говорили, что здесь прошло все ваше детство. На этом пятаке где-то у вас была площадка, где вы играли в футбол и все такое. Сейчас здесь, смотрите, детская площадка довольно-таки обустроенная. Да, вот он, ваш родной двор. Ну давайте поднимемся, дверь открыта. Я поднимусь на второй этаж и покажу, как тут сейчас изменилось. А вы напишите мне, ладно? Что поменялось? Рустам, мы будем вам очень благодарны, если вы сможете пройтись по этим местам. Ваши прогулки всегда здорово передают атмосферу, и мы верим, что через вас мы сможем вновь ощутить тот самый дух нашего Ташкента, который был таким родным. Спасибо вам большое за ваш труд и за то, что дарите людям возможность возвращаться к своим воспоминаниям. С уважением, Алекс и Дина. Ваш родной подъезд. Ну давайте немножко прогуляемся, обойдем его вокруг дома, посмотрим, как там сейчас. Напишите, пожалуйста, что изменилось. Мне кажется, даже его и не перекрашивали, да, с тех времен, как вы уехали. Он в такой же бежевых тонах, как и дом напротив, 29-й. Очень много похожих домов на Юнусабаде тоже. На 7-6 квартале. На Карасу тоже очень много похожих таких домов. Да, здесь, наверное, была раньше площадка междворовая. Сейчас здесь стоянка. Это во всех городах проблема с паркингом, поэтому приходится обустраивать свободные площади под стоянку. Да, тут дома двухэтажные, такого барачного типа. Вот еще раз ваш дом. Вот. Ну, давайте выйдем на улицу, на проезжую часть, которая делит этот массив, военный городок, с Махалей. Да, я думаю, мало что изменилось, но все-таки будет интересно послушать ваш комментарий. Вот так дом будет выглядеть с улицы, со стороны дороги. Да, не правда ли? Ташкент – город, который объединяет судьбы, даже если они на первый взгляд кажутся далекими друг от друга. Здесь среди солнечных аллей, тенистых двориков и уютных улиц протекала жизнь Алексея и Динары. Они росли в одном городе, их детство и юность прошли в одном ритме, но в разных мирах. Они, возможно, ходили по тем же самым тротуарам, слушали, как шумят тополя в летнюю ташкентскую жару. Их пути никогда не пересекались в родном городе, но судьба приготовила для них встречу на другом конце света. Да, меня эта история очень, можно сказать, зацепила, и мы в переписке с Алексеем начали общаться, и мне стало интересно, как они познакомились, как вообще это произошло. И он мне поведал следующую историю, которая началась в 2013 году, и волей обстоятельств оба переехали в США. Алексей отправился в поисках новых карьерных горизонтов, а Динара прилетела в Лас-Вегас к своей тете всего на неделю, чтобы отпраздновать Новый год. Тогда, если помните, еще существовали популярные платформы для знакомств, такие как Mail.ru, Mamba.ru. И именно благодаря этим сайтам Алексей и Динара случайно нашли друг друга. Даже табличка осталась, смотрите. Немножко она так уже немножко проржавела, но табличка на месте.
Да, Алексей, ну что, я думаю, вам было очень приятно снова увидеть свой дом. Вот он сзади меня. Ну а сейчас мы едем к дому Динаре на Чаланзар, да, на Хамзу, и покажем ее родной дом теперь. Телефон Динары, определив ее местоположение, показал новые анкеты в радиусе нескольких километров. Ради интереса она зашла на страницу Алексея, посмотрела профиль и вышла. Но Алексей получил уведомление: «У вас новый посетитель». Заинтригованный, он зашел на ее анкету и решил написать, думая, что она живет в его городе. Так началась переписка, которая быстро переросла в долгий телефонный разговор. Во время этого звонка Динара упомянула, что она родом из Ташкента. И Алексей сразу почувствовал особую связь, ведь их объединяло столько общего: воспоминания о детстве, в одном городе, прогулки по тем же улицам. Разговор продолжался несколько часов, словно они знали друг друга уже всю жизнь. Да, и на следующий день, 31 декабря, Динара и ее тетя пригласили Алексея на празднование Нового года. Тетина любовь к шумным застольям с множеством гостей не помешала Алексею и Динаре снова погрузиться в разговор. Часы отсчитывали последние секунды года, а они, увлеченные друг другом, едва заметили бой курантов. С того самого вечера они стали неразлучны. Алексей пригласил Динару на свидание, пока она еще не вернулась домой в Ташкент. Так началась их история. В 2016 году Алексей купил билет и перевез ее к себе. А в сентябре они поженились. Да, свадьба прошла в Хендерсоне, это в Лас-Вегасе, и совпала с днем рождения Динары, сделав этот день поистине незабываемым. В 2019 году у них родилась дочь Виктория, став символом их любви в новой, еще более счастливой странице. Теперь Алексей и Динара рассказывают Виктории о Ташкенте, о жарком солнце, ароматах плова, звонких голосах базаров и звездах, которые кажутся ближе, чем как где-либо. А дата их первой переписки, 30 декабря, до сих пор хранится в семейном архиве, как напоминание о чудесном начале. Ну а сейчас я проеду по улицам, которые помнят детство Алексея и Динары. От дома, где он мечтал под звездным небом Ташкента, ко двору, где она впервые услышала шорох осенних листьев под ногами. Эти улицы видели, как они росли, как вдыхали аромат цветущих деревьев весной и наслаждались теплом узбекского солнца. Сейчас в этом золотом солнечном дне я хочу показать их родной Ташкент. Такой, каким он всегда будет в их сердцах. Теплый, наполненный воспоминаниями, где каждый уголок рассказывает свою историю. Пусть это путешествие вернет их к тем временам, когда судьба уже готовила для них удивительную встречу. Ну что, Алексей, Динара, дорогие зрители, мы
На проспекте Бунет-Хор, да, это метро бывшая Хамза, сейчас Новза, мост, мечеть Новза. И напротив дом номер 2. Динара, это ваш родной дом. Вот так он выглядит. Давайте я сейчас пройду, зайду во двор и покажу подъезд. Если поднимемся на этаж, если там дверь открыта, я поднимусь обязательно. Нам нужен 47-я квартира, да? Да, это дом номер 3. Дом номер 2. Да, вот этого здания, наверное, скорее всего, не было. Кембриджский сейчас институт или университет. Да, университет. Вот такой двор. Мы в вашем дворе. Напишите, что поменялось в вашем дворе. Скорее всего, это следующий подъезд. Квартира на 5-м этаже. Да, это этот подъезд. 5-й этаж. Дверь открыта. Давайте поднимемся. Вот так выглядит ваша дверь. 47-я квартира. Да, еще раз ваш двор. Изменился ли он? Вот такой он сейчас. Да. Ваши окна слева на 5-м этаже. Также есть детская площадка. Ну давайте обойдем еще раз дом. Да, это все ваши родные места, где прошло ваше детство, юность. Ну что, Алексей, Динара, дорогие зрители, надеюсь, вы увидели свой дом. Да. Вот еще раз ваш двор. Мы выходим на основную дорогу проспекта Дружбы народов. Да, давайте чуть прогуляемся. Вот так выглядит ваш дом сейчас.
И как говорит Алексей, их встреча стала для него настоящим подарком судьбы. Ведь 1 января у него день рождения. Это история любви о том, как случайное уведомление может стать началом жизни, полной счастья, и как родной город может объединить сердца, даже если они находятся за тысячи километров друг от друга. Да, это история о пути, который иногда требует времени, и о том, как даже за океаном можно найти свое счастье, если верить в чудо. Ну что, дорогие друзья, надеюсь, сегодняшний выпуск был вам приятен, особенно нашим заказчикам из Соединенных Штатов, Алексей, Динара. Да, берегите друг друга. Такая история любви у вас получилась просто на зависть и необычно. Рубрика «Ташкент. Дом вашего детства» также продолжается. Да, если вы хотите также увидеть свои родные места детства, прожитых в Ташкенте, юности, оставляйте мне сюда, в Телеграм, ваши голосовые просьбы. И я постараюсь все для вас снять. Ну а с вами были Рустам и Камила. Всем всего доброго. Пока-пока. До новых встреч.